Ирина Николаевна, где мы сейчас находимся, как называется правильно музей, ну и немножко вот по этой замечательной коллекции вышивок. Мы находимся в Пудожском историко-краеведческом музее имени Александра Федотовича Кораблева. Музей переехал в это здание совсем недавно, 3 года или даже 2 года назад. И, конечно, все, что здесь вы видите, сделано руками наших сотрудников. Но так бы не получилось, если бы наши предки не создавали настоящие произведения искусства. Одно из них – это вышивка, пудожская вышивка, которой славился наш Пудожский край. Ну вот я могу представить книгу, которая сейчас является бестселлером. Очень многие ее хотят купить, но купить ее очень сложно. Она так и называется «Народная вышивка Пудожья». Ну а здесь уже произведения искусства, созданные руками наших прабабушек, прапрабабушек, которые, не имея образования, умели считать, умели делать геометрические узоры, вышивать их. Да? Вот здесь мы видим древо жизни. Здесь один из самых древних элементов вышивки – ромб. Посмотрите, какая красивая пава, ладья в форме ладьи сделана. Это тоже надо было, во-первых, представить, а во-вторых, рассчитать так, чтобы все это можно было изложить вот на этом полотенце. Конечно, тут мы видим берегиню, скорее всего, да. Вот здесь сейчас только что были туристы, говорят, тут целая, вот здесь целая картина. Ее, и вышивку тоже можно будет читать. Конечно, такие полотенца в обыденной жизни старались не использовать. Это обрядовые полотенца, которые украшали красный угол, которые невесты вышивали для того, чтобы принести в дом своего мужа. И, конечно, они вкладывали в свою вышивку не только свои знания, умения, какой-то опыт, который они получили от своих мам, от бабушек, но и вкладывали свою душу для того, чтобы они получились такими праздничными, такими яркими, такими необычными. Вот такие кумачевые вставочки – это вот, говорят, чисто пудожское изобретение. Ну, они каким-то образом еще более украшают полотенце. Здесь у нас была цветная вышивка полихромная, но это тоже вот вышивка, только выдергиванием. Ну вот сами представьте, как много нужно было трудиться, как много нужно было знать для того, чтобы сделать вещи, которые сейчас являются настоящими произведениями искусства. И мы очень гордимся тем, что у нас в нашей коллекции, благодаря усилиям Александра Федотовича Кораблева, который создавал наш музей долгие годы, благодаря пудожанам, которые нам доверяют хранить их семейные реликвии, мы обладаем очень богатой коллекцией вышивки. Здесь еще не все представлено, очень многие образцы находятся в наших фондах. Ну, я смотрю, у вас за спиной, Елена Николаевна, еще и прялочки расписаны. Ой, прялочки – это отдельная тема. У нас большая коллекция прялок. Они, в принципе, выполнены по определенным канонам, определенным правилам. Ну, вот, наверное, самая такая необычная свадебная. Видите, жених с невестой, курочка, цветы, резные прялки. Поэтому, конечно, мы можем очень много прялок показать. У нас тоже в коллекции их много. Вот. Поэтому, да, это красиво, это интересно. А что это вот это у нас? Это мялка. Вот. Это лен-долгунец, который здесь выращивали. Вот. И мялка нужна была для того, чтобы после процесса вымачивания льна, а вымачивали его в стоячей воде, задача какая была? Убрать внешнюю оболочку, потому что интерес представляли волокна, которые находятся в серединке там, да. Вот, поэтому сначала вымачивали, потом опять высушивали, а потом уже, вот видите, вот там и мяли лен для того, чтобы убрать вот эту кострицу. Но ее тоже использовали, например, как топливо использовали, как, наверное, удобрение использовали. То есть ничего не выбрасывалось. Вот. Ну и для того, чтобы из волокон, которые внутри находятся, получать вот такие кудельки, сначала надо было вот этой щетью
расчесать лен. Ну и разного качества кудель получается. И в хорошие годы пудожане поставляли на рынок, в хорошие урожайные годы, до 20 тысяч пудов переработанного льна. Поэтому на гербе Пудожа изображен лен. Но сейчас, к сожалению, его не выращивают. Можно я покажу? Ну, давайте. Да, вот. То есть вот сюда лен закладывался, и оно вот вынималось. Вот так. Да? Ну, они разные бывали. Вот это такая коренная. Вот, поэтому лен, конечно, был когда-то наше все. Отлично. Ну, пойдемте в петроглифы.